В этом видео вы узнаете о том, как быть той женщиной, о которой мечтают мужчины. Первое и самое важное. Никакой мужчина не хочет быть женщиной, которая его грузит. Но представьте, вы подходите сегодня к мужчине, к абсолютно любому вашему знакомому. Представьте конкретного человека и спрашиваете его: «Петь, ты хочешь, чтобы твоя женщина тебя грузила?» Представьте лицо Пети в ответ: «Ну, конечно, не хочу». Помимо того, что за странный вопрос ты мне задаешь. Никто не хочет, чтобы их грузили, а мужчины особенно. Но при этом мужчины хотят решать женские проблемы, хотят помогать женщинам. Мужчина мечтает, сам того не понимая, о женщине, которой он будет помогать. Они видят это чуточку иначе. Я мечтаю о женщине, с которой я буду чувствовать себя сильным самцом. Сильный самец решает женские проблемы, он помогает. Главное научиться правильно его об этом просить, правильно привлекать его к решению своих проблем. Я вам покажу сейчас два примера. Пример первый. Моя проблема. Страшно самой. Как решить, не знаю. Ужас, поскорее бы от нее избавиться. И вот она у меня в руках, как горячая картошка, которую нужно скинуть кому-нибудь, потому что руки обжигает. Возьми, пожалуйста, реши, у меня резину нужно на машине поменять. Или там, не знаю, машину в ремонт отвезти. Забери скорее, сама на нее смотреть-то не могу. Похоже на Грузилова. Почему? Выбора ему не оставляет женщина в этой ситуации. Она не спрашивает его, хочет он, не хочет. То есть у него нет выбора, на него скидывают что-то. Вот это называется Грузилова, грузить, от слова груз, загружать. Нас грузит все, что не дает нам выбора, где мы не выбираем это решать. А наша задача попросить о помощи так, чтобы он чувствовал, что в любой момент он может отказаться, не объясняя причин, и от этого диалог в данный момент не станет хуже, его не принуждают. Что когда он возьмется ее решать, то это будет потому, что он сам решил взять на себя эту ответственность, его никто не заставлял и никто не грузил. И тогда, когда он берется решать эту проблему, он чувствует себя сильным, мужественным, помогающим, что и является верным, согласитесь. Как это может звучать? С той же машиной и с резиной. Ты знаешь, весна, по-моему, пришла, да? Как думаешь, пора уже менять резину на колесах? Первое, я его спрашиваю, я интересуюсь его мнением. Я не учу его, когда нужно менять резину на колесах, я спрашиваю. Он говорит, допустим, да. Я рассказываю, это каждый раз так сложно дается, я себя чувствую все время там такой слабой, там одни мужчины в этом сервисе, они меня о чем-то спрашивают, я ничего не понимаю. Очень некомфортно, но в принципе я уже записалась на следующую пятницу, поеду. Было бы здорово, как-то проще, чтобы это было. Ну, в пятницу поеду. Он понимает, что если он сейчас хочет, он может сказать, давайте я помогу, потому что вы ему объяснили ситуацию, но при этом он может и не сказать этого, и нормально. Его никто сейчас не заставлял. Он может в следующей какой-то вашей другой ситуации вызваться помогать. А вы уже дальше решите. Если вы хотите, чтобы мужчина взял ответственность за те действия в вашей жизни, которые логично передавать мужчине, которые являются по большей части мужскими делами, как, например, помочь с машиной, или вкрутить лампочку где-то, или починить раковину, и вы рассказываете ему в такой форме, а он раз, два, три не включается, то вы вправе выбирать другого мужчину, который захочет помогать, когда ему так рассказывают о своих женских трудностях. Но мужчина, который не хочет, чтобы его грузили, воспримет вот такой диалог нормально, приятно. Ему будет здесь место развернуться и показать свою мужественность. Пункт номер 2. Как же быть женщиной, о которой мужчины мечтают? Очень важно быть ухоженной женщиной. Многие думают, что нужно быть красивой. Красота – понятие относительное. У каждого из нас есть свой эталон красоты. Мужчины влюбляются в женщин с большими носами, с маленькими губами, с маленькой грудью, в тех, на которых смотрят его же друзья и думают, я бы в такую вообще никогда не влюбился. Но честно, я слышала часто раз такие мужские разговоры, сидит компания мужчин, они дружат уже много лет. Казалось бы, у них столько общего, столько интересов общих, они живут какой-то похожей жизнью, входят в похожие заведения,
интересуются похожими темами, но им нравятся совершенно разные женщины. И часто друзья, когда, например, один из них в компании начинает встречаться с какой-то новой девушкой, женщиной, показывает ее, а другие потом разговаривают, как ему она вообще понравилась, она же такая страшненькая. Что говорит о том, что эталоны красоты совершенно разные. Поэтому, чтобы мужчины о вас мечтали, не нужно тянуться к эталонам красоты. Но важно транслировать мужчинам здоровый внешний вид. Почему? На подсознании все мужчины, а они же самцы в природе, хотят, ищут здоровую самку, которая сможет забеременеть, родить потомство и вырастить его. Поэтому, если вы хотите познакомиться с мужчиной, хотите встречаться с мужчинами, и чтобы они о вас мечтали, значит мечтали быть с вами в отношениях, транслируйте, пожалуйста, им здоровый внешний вид. А это отсутствие мешков под глазами. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, то их нужно решать, стараться и минимизировать, насколько можно, эти мешки под глазами. Если же причина ваших мешков под глазами – это отсутствие хорошего режима сна, чем страдают очень многие женщины, важно его наладить. Это чистые красивые волосы, это какой-то приятный цвет этих волос. Вовремя за ними следите, если вы их красите. Это красивые чистые ногти, не обязательно накрашенные, не обязательно красным или розовым или каким-то другим модным цветом, но чистые, красивые, опрятные. Это вовремя крем на руки, если руки сохнут. Все, что транслирует здоровый внешний вид. Это важно, потому что вы можете быть на самом деле вполне себе здоровой самкой по анализам в больнице, но мужчины об этом не узнают, если вы будете с немытой головой, с мешками под глазами и в непонятно какой одежде. Про одежду. Одежда может быть совершенно простой. Простые джинсы и простая майка. Но она должна быть подобрана с любовью. Она должна быть чистая. От вас вообще должно ароматно пахнуть розочкой. Ну правда. От здорового человека пахнет приятно и красиво. Запах это очень важно. Он транслирует здоровье или нездоровье. Некоторые врачи, которые работают в приемных, где приходят часто люди с какими-то такими прям инфекциями сильными. Я общалась с одной женщиной, с врачом, она мне рассказывала, что через пару лет в таком отделении она научилась на запах определять, что конкретно не так с человеком, какие у него бактерии, где у него вообще проблема. На запах. И мужчины интуитивно могут чувствовать разные вещи. Грязная одежда, ну что значит грязная, у которой запах неприятный, залеженная такая, не свежая. Она может быть, казалось бы, просто не свежей одеждой, а человеческое подсознание считает это как нездоровое состояние тела. И о такой женщине мечтать не будут. Это очень-очень важно. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал, приходите в гости, здесь будет еще много интересных видео, и они выходят регулярно, каждый день. Ставьте лайки, если вам нравится, чтобы другие могли увидеть это видео так же, как и вы, и пишите комментарии внизу. Давайте пообсуждаем, что такое для вас женщина, о которой мечтают мужчины. И если вы вдруг мужчина, то поделитесь. Вы мужчина, о какой женщине могли бы мечтать, если бы у вас была такая задача?